Более 100 лет прошло с того момента, когда Альбертом Эйнштейном была предложена общая теория относительности, давшая новую интерпретацию гравитации. Теория, описывающая тяготение как проявление геометрии пространства-времени, постулирует, что гравитационные эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, а деформацией самого пространства-времени, связанного с присутствием массы энергии. Таким образом, общая теория относительности рассматривает мир в четырехмерном формате, добавляя категорию времени к трем пространственным измерениям. Фактически, пространство и время в ней рассматриваются как четырехмерный пространственно-временной континуум, или же пространство-время. Несмотря на очевидные противоречия здравому смыслу, все предсказания теории Эйнштейна нашли экспериментальное подтверждение. И в настоящее время теория относительности хорошо предсказывает взаимодействие между небесными объектами и пространственно-временным полем. Однако в ней все же имеется несколько проблемных мест, которые не согласуются с теорией квантовой механики. Эти пробелы десятилетиями ставили исследователей в тупик и заставляли выдвигать различные гипотезы. На сегодняшний день преобладающими решениями нестыковок между двумя теориями являются темная материя и темная энергия, но об этом чуть позже. В декабре 2009 года голландским физиком, известным экспертом в области теории струн Эриком Верлинде, была предложена новая теория, которая наделала много шума в научных кругах. В теории Верлинде гравитация не является одной из четырех фундаментальных сил взаимодействия, а выступает как производная другой фундаментальной силы. Причем новая теория вполне согласуется и с гравитационным воздействием в рамках классической механики, и с общей теорией относительности, описывающей тяготение как проявление пространства-времени. Теория гравитации Верлинде подчиняется второму закону термодинамики, а также опирается на теорию струн, теорию черных дыр и квантовой теории информации. Стоит отметить, что у физиков нет понимания, как связаны между собой мир квантовых объектов и гравитация. Но Верлинде, который, к слову, является обладателем научной премии Спинозы, приравниваемой по значимости к Нобелевской, в своей теории предлагает гравитацию, возникающую из квантовой запутанности пространственно-временной информации, связанной с изменением энтропии системы. Профессор Верлинде описывает ее как энтропийную или по-другому эмерджентную гравитацию, то есть возникающую по мере роста энтропии, величины, характеризующей количество бит информации для описания состояния системы. Другими словами, гравитационное притяжение появляется из-за увеличения информации, связанного с положением материальных тел в структуре пространства-времени. Это утверждение вытекает из голографического принципа, выдвинутого другим известным голландским физиком-теоретиком, нобелевским лауреатом Герардом Тхофтом в 1993 году. Голографический принцип включает в себя предположение, что материя, содержащаяся в какой-то области пространства, может быть представлена как голограмма, когда вся информация о ней находится на границе этой области. Верлинде, опираясь на голографический принцип, утверждает, что все биты информации, описывающие реальность, закодированы в самой структуре пространства-времени, на так называемых голографических экранах, окружающих физическую систему. Вся физика, происходящая внутри системы, может быть описана закодированными битами информации, которые расположены на экране. Такой голографический экран представляет собой не физический экран в буквальном смысле, а абстрактную сферическую конструкцию, созданную для представления информации о системе. В соответствии с гипотезой Тхофта и черные дыры, и даже трехмерная Вселенная могут являться голограммами, а вся информация о том, что содержится в них, закодирована на их поверхности, внешней границе четырехмерного пространства. В работе Эрика Верлинде эмерджентная или же возникающая гравитация в четырех измерениях не существует сама по себе, но появляется в результате взаимодействия частиц в трехмерном мире. Это явление аналогично тому, как быстрое движение атомов в вашей чашке кофе гарантирует, что он все еще горячий. При этом информация об объектах закодирована в самой структуре пространства, также эмерджентного, то есть возникающего на макроскопическом уровне. По сути, картина гравитационного притяжения или же ускорения, определяемого гравитационным потенциалом, возникает по мере того, как физическая система эволюционирует, то есть когда голографически доступные биты насыщаются информацией. Именно эта тенденция к битному насыщению и является эффектом энтропии, в результате которого возникает гравитационное притяжение.
В 2016 году Верлинде представил еще одну работу, в которой связал эмерджентную гравитацию с темной материей и темной энергией. Известно, что постоянная Хаббла, коэффициент, связывающий расстояние до космического объекта со скоростью его удаления, описывает наблюдаемое ускоряющееся расширение Вселенной. Это ускорение необъяснимо и стало большим сюрпризом для ученых, поскольку действие гравитации должно наоборот замедлить расширение Вселенной. Феномену ускоренного расширения приписывается действие таинственной темной энергии, которая, по мнению Эрика Верлинде, может быть использована для объяснения идеи темной материи. В новой работе, основанной на разработках в области физики черных дыр и теории струн, ученый предлагает теорию ускоренного расширения Вселенной, вызванной темной энергией, а также объясняет аномальную гравитацию, наблюдаемую на краю галактик и скоплений, присутствием темной материи. Действительно, физики очень болезненно воспринимают тот факт, что наблюдаемая скорость вращения спиральных галактик, в том числе и нашей галактики Млечный Путь, существенно выше расчетной. Согласно современным теориям, при такой скорости звезды, планеты и остальная материя должны быть просто выброшены в космос. Однако этого не происходит. Верлинде считает, что невидимая темная материя, частицы которой не участвуют ни в одном из известных видов взаимодействия, и вызывает дополнительное гравитационное притяжение, удерживая галактики вместе. Предполагается, что темная материя составляет более 80% всей материи во Вселенной. Но несмотря на многочисленные попытки, частицы этой материи до настоящего времени никто не наблюдал. Физики использовали мощные телескопы, гигантские подземные детекторы и коллайдеры, и все же за последние 30 лет не было найдено убедительных доказательств существования темной материи. Тем не менее, предсказания теории эмерджентной гравитации Верлинде уже прошли первую проверку. Команда ученых из Нидерландов, Австралии и Германии под руководством Марго Брауэр из Лейденской обсерватории измерили распределение гравитационных сил вокруг более чем 33 тысяч галактик, используя метод слабого гравитационного линзирования. Притяжение галактик искривляет пространство, поэтому свет, проходя через эти области, изгибается, меняя свою траекторию, что напоминает воздействие линзы. Из-за этого отдаленные галактики, расположенные за более близкими, для наблюдателей будут искажаться. Анализируя полученные результаты, Брауэр и ее команда пришли к выводу, что измерения избыточной гравитации хорошо согласуются с теорией Верлинде. Эмерджентная гравитация дает эффективное описание общей теории относительности с дополнительным компонентом – темной материей. Совсем недавно была предложена еще одна экзотическая теория, которая также базируется на голографическом принципе Тхофта. Ученые из Калифорнийского университета теоретически обосновали существование темной материи, частицы которой взаимодействуют между собой посредством неизвестной темной силы, существующей в четвертом измерении. В результате такие частицы становятся невидимы для обычных методов наблюдения. Авторы работы считают, что причина, по которой темная материя каждый раз ускользает от обнаружения, заключается в принципе дополнительных измерений. До сих пор идеи, которые уверенно отстаивает Эрик Верлинде, оказывались математически и наблюдательно обоснованными. И несмотря на то, что главная идея его работ имеет кажущуюся схожесть с научной фантастикой, новые исследования могут изменить общепринятые теории, а также предложить элегантное решение для проблемы квантовой гравитации. Более того, новая идея с возникающей гравитацией может решить и две другие проблемы, такие как темная энергия и темная материя. Сам же Верлинде без ложной скромности утверждает, что наука стоит на пороге революции, которая, возможно, больше, чем просто революция квантовой теории и теории относительности. Подтверждение теории Верлинде действительно изменит наше представление о природе пространства, времени и гравитации коренным образом. И если будут доказаны голографические принципы, то физика смогла бы наконец объяснить, как устроена Вселенная на фундаментальном уровне. Правда, здесь есть один нюанс. А не откроем ли мы таким образом ящик Пандоры? Поскольку кто может гарантировать, что все мы не находимся в огромной голограмме вселенских масштабов? Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Вы можете поддержать наш проект и пожертвовать любую сумму, нажав на кнопку «Спонсировать» под любым из видео нашего канала. Все ссылки можно найти в описании под видео. Приглашаем вас в нашу группу ВКонтакте и в Инстаграм.